С вами канал Фронтовая кинолетопись, и сегодня вашему вниманию личные съемки офицеров дивизии СС «Викинг», снятые во время боев у села Сагопшин под Малгобеком 28 сентября 1942 года. Согласно директиве 45, в рамках операции под кодовым названием «Брауншвейг» 2 сентября немцы пересекли реку Терек и вклинились в советскую оборону. Перед Красной армией стала задача перекрыть немцам путь в Волхончурскую долину, тем самым преградив противнику путь к Кавказской нефти. Местом для решительного удара стало село Сагопшин южнее Малгобека. Наступать здесь должна была элитная 5-я моторизованная дивизия СС «Викинг». Под Сагопшин 5-я дивизия перебросила крупную группировку. Моторизованные полки Вестланд и Нордланд, танковый батальон, части самоходного противотанкового дивизиона и всю артиллерию. В танковом батальоне «Викинг» насчитывалось 48 машин, 34 танка Т-3, 9 Т-4 и 5 Т-2. В придачу к танкам противник располагал десятком самоходных установок штук. Советская 52-я танковая бригада майора Филиппова могла выставить только 30 машин, 2 34-ки, 5 КВ-1 и 20 легких Т-60 из Стюартов. Также в бою должны были принимать участие батальон мотопехоты и 863-й истребительно-противотанковый полк майора Долинского. В пользу советской страны были выгодные оборонительные позиции. Были созданы 3 линии противотанковых оборонительных пунктов, каждая из которых состояла из танковой засады, противотанковых пушек на флангах и автоматчиков. Советские командиры смогли подготовить на направлении удара противника настоящий капкан из эшелонированной обороны. Еще утром 26 сентября командиру 5-й дивизии «Викинг» поступила радиограмма от командующего 1-й танковой армии. «Вся армия смотрит на вашу дивизию. Ваша задача – пробить армии путь на Грозный. Жду вас с передовым отрядом сегодня вечером в 6 часов вечера у Сагопшина». Но 26 сентября до Сагопшина гитлеровцам добраться не удалось. На рассвете 28 сентября 1942 года немцы готовились атаковать, когда по ним ударила советская артиллерия и минометы. Подошедший ближе к танкам моторизованный полк Вестланд начал нести первые потери. Немцы наступали в тумане, рассчитывая, что таким образом получится избежать точного огня советских танков. Однако туман рассеялся, и эсэсовцы обнаружили, что пришли в ловушку. Орудия и минометы ударили по немецким танкам с дистанции 700-800 метров. Затем снарядный шквал обрушился на главные силы немецкой пехоты, идущие в паре сотен метров позади техники. Фронтальная атака батальонов полка Вестланд на Сагопшин ни к чему не привела. Пехота залегла, при этом сразу же был убит командир головной роты гауптштурмфюрер Виллер. Уже на первом рубеже сгорели 6 немецких танков. Один из снарядов угодил в машину командира эсэсовского танкового батальона майора Мюлленкампа. Позднее, описывая этот бой, он вспоминал: «Первое попадание пришлось сразу за моей башней. Я лежал, отброшенный вперед на пушку, и кричал всем из машины». Мюлленкампу удалось пережить этот бой, он покинул уже горящий танк через нижний люк и помог выбраться тяжелораненому механику, водителю и радисту. Позднее Мюлленкамп дважды пересаживался на другие танки, чтобы наладить управление батальоном, но дважды его танки были подбиты. Вокруг разгорался встречный танковый бой, в котором увязла вся бронетехника дивизии «Викинг». В этом бою немцы несли серьезные потери. Танкистам 52-й бригады и артиллеристам 863-го истребительно-противотанкового полка удалось подбить танки командиров 1-й и 3-й немецких рот Шнабеля и Даргиса. Также в бою была уничтожена самоходка командира 3-й роты 5-го противотанкового дивизиона Йока, который был ранен осколками в плечо. Все это осложняло для немцев управление боя, снижая организованность атаки. Очень скоро к советским танкам и противотанкистам присоединились гаубицы и катюши, батареи которых занимали позиции в самом Сагопшине и Малгобеке, а над полем боя появились советские штурмовики. Совместные действия наших танкистов, артиллеристов и летчиков произвели на немцев ужасающее впечатление. Мюлленкамп вспоминал: «Когда я позднее прибыл на командный пункт 1-го батальона полка Вестланд, я увидел там командира батальона фон Хадельна
в полной растерянности разбирающегося с погибшими своего батальона. Никогда не забуду этой ужасной картины. Во второй половине дня немцы, придя в себя и совершив перегруппировку сил, вновь решили перейти в наступление. К тому моменту танковый батальон «Викинг» уже потерял около трети своих боевых машин. Сражение разгорелось с новой силой. Согласно журналу боевых действий 52-й танковой бригады, 12 немецких танков прорвались к командному пункту, и комбриг Филиппов на своем танке вступил в бой, записав на счет экипажа 5 вражеских машин. Ситуация оставалась тяжелой, поэтому Филиппов бросил в бой резерв, роту из 7 танков, которая атаковала эсэсовцев с фланга и подбила несколько машин. Командир противотанкового артполка Долинский лично встал к орудию, расчет которого погиб в бою. Понеся большие потери, полк Вестланд отошел на 2 километра к западу, укрывшись за складками местности. 28 сентября немцы не ограничились фронтальным ударом. Около десятка танков под командованием оберштурмфюрера Флюгеля с автоматчиками на броне обошла советскую оборону с фланга и устремилась в обход Сагопшина с севера, но наткнулась на советские танки, расположившиеся на пологих склонах ущелья. Подбив 2 34-ки, группа Флюгеля блокировала дорогу Сагопшин-Нижние Очалуки. Вскоре Флюгеля по ошибке атаковала немецкая авиация, не распознавшая свои танки, а вслед за ней ударили советские гаубицы. К этому моменту он уже знал о плачевном для «Викинга» исходе боя на главном направлении, а потому решил дождаться темноты и отступить. Бой у Сагопшина длился порядка 10 часов. По советским данным, немцы потеряли в бою 54 танка и самоходки, из них 23 безвозвратно. Во многом именно у Сагопшина решилась судьба всего Малгобекского сражения, а оно, в свою очередь, поставило крест на планах немецкого командования по захвату нефтяных месторождений Кавказа. До выхода в Волхончурскую долину, открывавшую дорогу на Грозный и Баку, оставался всего километр, который преодолеть немцы уже не смогли. Гитлеру не досталось и литра малгобекской нефти. Через Малгобек прошел боевой путь народного артиста Советского Союза Владимира Абрамовича Этуша, ушедшего на фронт добровольцем. Он был в числе тех, кто обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину о присвоении городу почетного звания «Город воинской славы». И 8 октября 2007 года Малгобеку было присвоено высокое звание «Город воинской славы», как признание мужества и стойкости защитников этого кавказского рубежа, причем не только воинов действующей армии, но и ополченцев, храбро защищавших свою родную землю.